Приветствую, выбросоустойчивые! Рад вам представить мартовский выпуск Stalker News, в котором мы поговорим о самых важных событиях во вселенной Stalker за последние недели. Смотрите сегодня. Обреченный на вечные муки. Небольшой сюжетный мод на платформе Зов Припяти. Хроники Кайдана. Новый мод от автора варианта Омеги. X-Ray Multiplayer Extension. Дальнейшие планы разработчиков. Legend Returns 1.0. Текущий отчет о разработке. Эти и многие другие новости в подробностях ждут вас в сегодняшнем выпуске. Так, минутку. Во что это он там играет? Так это же Калибр, новый тактический экшен про современный спецназ. Только здесь вы встретите реально действующие подразделения оперативников специального назначения. Графика, вооружение, обмундирование. Здесь все воссоздано до мельчайших подробностей и на самом высоком уровне. А совсем недавно добавили новых оперативников с крутыми перками, типа прыгающей бомбы или летающего дрона. Хочешь затестить этих бойцов? Смелее заходи в игру. А вот старички теперь доступны за кредиты. Кстати, с недавних пор у всех новых игроков сокращен период обучения. Теперь прокачаться со старта можно намного быстрее. В общем, здесь есть все, чтобы получать тонны эмоций. Самое главное просто кликнуть по ссылочке в описании и начать играть уже сейчас. А сыграв пару боев, вы сможете получить в награду 25 тысяч кредитов, а это покупка нового бойца. Примерь на себе форму реального спецназовца, стань одним из звеньев крепкой цепи в Калибре. Спустя всего 2 месяца со дня выхода модификации «Тернистый путь», разработчик проекта уже выпускает свой следующий мод. Новый проект получил название «Обреченный на вечные муки». Платформы выбран все тот же аддон Зов Припяти. Действие игры происходит осенью 2016 года. Наемник по кличке Бледный, пытаясь отыскать своего товарища Дэна, пропавшего в путепроводе Припять 1 год тому назад, вызвал некий катаклизм. Главным героем игры стал наемник Ворон. По мнению автора, именно он является самым загадочным и мистическим персонажем всей этой истории. Очнувшись посреди лаборатории X8, он не обнаруживает рядом своего товарища Дэна, но встречает там некую сущность, которая поможет герою выбраться на поверхность. Оттуда и начнутся наши приключения. Сможет ли Ворон отыскать своих боевых товарищей и предоставиться узнать игроку по мере прохождения игры? Сюжет рассчитан на 2-3 часа игрового процесса, а местом действия станет Припяти 2 подземки. Дополнительно обновилась графика, оружейный пак и набор другого контента. Игроки приняли новинку положительными отзывами с суммарной оценкой 4 балла из 5. Разработчик же не планирует на этом останавливаться и уже анонсировал свой новый проект. Новый мод будет называться Sunken into Oblivion и должен продолжить сюжет предыдущих частей. Ожидается, что в модификации будут присутствовать 3 абсолютно разные концовки, зависящие от выбора игрока на финальных минутах игры, а также на протяжении всего сюжета. Как раз в наши руки попал небольшой отрывок игры, где показывается возможность повлиять на ход квеста, установить оборудование у аномалии самостоятельно или отправить туда своего товарища. Квестовая линия проведет игроков по 6 локациям. В составе уровней значится город Припяти, лаборатория X8, Янтарь, Лиманский рыжий лес, а также некое чистилище. Планирует разработчик слегка усложнить игровой процесс, поделив сложность на 3 разных уровня. К сегодняшнему дню уже готов сюжет и общая концепция. В настоящее время ведется работа над локациями, включающая заселение, наполнение тайниками и прочее. Релиз мода планируется весной-летом 2020 года. Для скачивания стала доступна обновленная версия сюжетной модификации игра «Душ Начала». Ремейк призван исправить основные ошибки и недоработки, исключить технические проблемы в финальной части игры, а также наполнить модификацию новым контентом. В число свежих наработок входит новая графическая оболочка игры, новый оружейный пак и обновленная озвучка персонажей. В игровом процессе появилась система путешествий между локациями и система крафта, ремонта и разборки предметов из проекта «Игра Душ Excelsior». По многочисленным просьбам добавлена возможность спать на безопасных территориях. Обновлены все видео-вставки, а также появилось новое стилизованное меню, загрузочные экраны и многое прочее. Подробный список изменений имеется на форуме.
Напомним, что первая версия мода вышла в июне 2017 года. В 2019 году вышло продолжение игра Душ Excelsior. Сейчас в разработке находится новая часть серии, получившая название «Эпилог». Состоялась премьера небольшой сюжетной модификации под названием «Хроники Кайдана». Разработан мод на платформе «Тень Чернобыля» автором знакомого многим проекта вариант Омега. Главным героем игры вновь выступает сталкер по прозвищу Кайдан. Однажды он получает задание на обследование неизвестной аномалии и поиск пропавшей группы сталкеров, отправившейся на ее изучение. Действия игры проведут нас сразу по нескольким игровым уровням. Помимо основного сюжета для игрока приготовлено несколько второстепенных заданий, а также скрытые фриплейные квесты. Имеется и несколько геймплейных нововведений. Базируется модификация на ресурсах известного Lost World Requital. Подробный список изменений и ссылки на скачивание ждут вас у нас на форуме. Авторы X-Ray Multiplayer Extension поведали игрокам о текущем фронте разработки проекта. Сейчас работа идет по многим направлениям. Исправлены найденные баги в режиме оборона, добавлена карта застава, что сейчас находится в закрытом тесте. Параллельно с этим разрабатывается режим кооператив, действия которого будут разворачиваться на локации путепровод Припять-1. Этот уровень был выбран потому, что здесь будет проще всего реализовать кооперативное прохождение миссии, где необходимо тесное взаимодействие минимум 2 игроков. Стартовала разработка локации для режима «Открытый мир». Она включает в себя 4 территории, объединенные в один большой уровень. В него войдут армейские склады, бар, дикая территория и самодельный уровень, который имеет свои аномальные загадки. Добавляются новые геймплейные фичи. Из последнего стоит сказать про доведенную до ума систему жестов. Теперь игрок может решить конфликт не только оружием, но и более мужским способом – камень, ножницы, бумага. Поступила новая сводка новостей от разработчиков глобальной модификации Legend Returns 1.0, что разрабатывается на платформе Зов Припяти. Первым делом разработчики посчитали нужным успокоить всех ожидающих. Несмотря на подросшую техническую базу, игра остается стабильной и выдает отличные результаты по FPS. К тому же авторы не планируют вырезать из игры статическое освещение, а даже напротив приведут его в полный порядок. В новогоднем отчете модмейкеры проанонсировали добавление в игру системы болезни персонажа. На текущий момент работа над ней уже практически завершена. Персонаж теперь может подцепить паразита или заболеть бешенством. Фича позаимствована из старых диздоков Сталкера. По мотивам священных билловских документов в модификации будут восстановлены некоторые отмененные аномалии. Среди них, например, уже есть такие экземпляры, как всеми известные комариные плеши и морозилки. Напоследок создатели объявили о запуске небольшого конкурса на лучшие побочные квесты. От игроков требуется всего лишь написать историю в любом удобном формате и отослать финальный результат в сообщении официального сообщества. Команда модмейкеров обещает рассмотреть каждую работу, а лучшие задания реализовать в игре. В сети появились первые подробности о новой разрабатываемой модификации Farthest Edge – самый далекий край. Разработка проекта ведется модмейкером-одиночкой на платформе аддона Зов Припяти в связке с Gunslinger Mod и Atmosphere 3. В первую очередь создатель готов будет предложить игрокам новую сюжетную линию. Действия игры будут разворачиваться в городе Канск. Это небольшой город постсоветского периода, расположенный в Сибири, недалеко от химзавода «Луч». По лору модификации однажды там произошла крупная авария, породившая за собой аномальную территорию. Это место заинтересовало ученых, желающих изучить явление, а также нелегальных сталкеров, проникающих за периметр ради заработка на продаже артефактов. Не обойдется без мародеров и других сопутствующих фракций. Канск станет местом действия бурного развития деяний, в центре которых окажется главный герой игры Сергей Лунев, также известный под прозвищем Лунь. На данный момент сюжет и лор мода прописан в дизайн-документах, зато уже в игре готовы 4 локации: город Канск, покинутые земли, окрестности завода и сам химический завод «Луч».
Ожидается реализация новой системы здоровья персонажа, а также пересмотрен урон оружия в сторону реалистичности. По словам автора, модификация готова ровно наполовину, а успеть доделать проект разработчик планирует до момента выхода Stalker 2. Внезапно, спустя длительное время, на западном ресурсе ModDB была восстановлена официальная страница модификации 1984. Вместе с этим опубликована небольшая весточка о состоянии разработки, причем написанная самим автором идеи. По его словам, он никогда пристально не контролировал ситуацию с разработкой, поэтому всем членам команды предоставлялась полная свобода действий. Оказалось, что в какой-то момент лидер слишком расслабился, и результатом стали возникшие проблемы при разработке и бардак в пиар-компании. Теперь же создатель постарается это исправить и вести более строгий отбор людей в команду. Старый состав модмейкеров был распущен. Сейчас разработка мода ведется в одиночку, но проекту необходим помощник по работе с движком, чтобы исправить некоторые баги. Что же касается дальнейшей публикации новостей с процесса разработки, то автор планирует не только поддерживать страницу на ModDB, но и продолжить вести Patreon, где подписчиков будут ждать некоторые бонусы. Модификация «Судьба зоны» версии 0.8 будет базироваться на OGSR Engine. Как признаются разработчики, работа по переносу всех скриптов и наработок на новую платформу предстоит очень большая, но зато это должно существенно помочь в оптимизации мода. Также на канале одного из создателей проекта появилось свежее видео с показом некоторых новых особенностей. В очередной раз был продемонстрирован новый вид инвентаря. Реализовано магазинное питание оружия, причем не скриптами, а напрямую через движок игры. В процессе создания находится новая система разгрузки. Помимо этого, на видео можно увидеть несколько других новых фич. Летом прошлого года выход DTR 1.0 был отложен на неопределенный срок в связи с увеличением количества нового контента, и с каждым разом список нововведений становится все больше. На сей раз стало известно, что разработчики занялись объединением игровых локаций. Ранее модмейкеры присоединили к бару окрестности завода Росток. Теперь же кипит работа над объединением двух частей ЧС в одну единую локацию. Также ведутся разработки по оружейной части. Конкретно прямо сейчас авторы заняты импортом новых моделей рук. Из новых геймплейных фич стоит отметить появление 3D КПК, но с упрощенной механикой, без возможности приближения и отдаления экрана. ПНВ теперь будет отдельным предметом для слота налобного фонарика. Интегрированных приборов в костюмах больше не будет. Компания JC Game World временно переходит на дистанционную работу из-за распространения коронавируса. Разработчики очень постараются, чтобы это никак не повлияло на разработку Stalker 2 и другие их планы. В Anomaly 1.6 появится смешанная анимация. Это новая функция движка, позволяющая смешивать анимации оружия с различными движениями, такими как ходьба или спринт, без необходимости создавать новые анимации отдельно для каждого оружия. Анимации и функция, показанные на видео от авторов, все еще находятся в стадии разработки. Также недавно были показаны новые шейдеры голографических прицелов. Модификации пространственной аномалии 2 и Last Days заморожены, но не закрыты. Временная заморозка проектов была вынужденной мерой со стороны разработчика, поскольку связано это было с проблемами личного характера и большой занятостью на работе. В марте модмейкер постарается уделить время проектам, а также поделиться с игроками какими-то материалами по разработке. Появилось несколько новых скриншотов с полей разработки SVZ Project. Автор рассказал, что почти закончил работу над локацией Янтарь. Для полного завершения осталось сделать один дополнительный квест и наполнить уровень деталями для сюжета. В модификации Area появилась возможность промотать время без необходимости сна. Соответствующая демонстрация появилась на канале разработчиков проекта. Там же было опубликовано небольшое видео с демонстрацией гравитационной аномалии. Напомним, что мод разрабатывается на базе Call of Chernobyl.
Анонсирована графическая модификация атмосфер Max для Тень Чернобыля. Мод будет базироваться на платформе OGSR. В перечень ключевых особенностей проекта входит абсолютно новая погода, новые шейдеры, текстуры и растительность, адаптированный оружейный пак и звуковые изменения. Релиз обещают уже весной этого года. Подробные планы разработчика изложены в теме на форуме. Авторы True Stalker представили публике художника проекта и показали одну из его работ. К команде он присоединился в начале этого года и уже успел нарисовать несколько изображений, что будут украшать загрузочные экраны мода. Отметим, что на изображении фигурирует одна из новых локаций модификации. Сама же концепция рисунка должна подчеркнуть основное направление графического стиля – контраст между красивыми пейзажами и неизвестным пугающим лором. А какой облик чернобыльской зоны отчуждения больше всего нравится вам? Лето или осень? Гнетущая мрачная картина или, напротив, светлые яркие пейзажи? Напишите свое мнение в комментариях к видео. Не забудьте также оценить выпуск и оформить подписку на канал. Всего доброго, не болейте!